I have a request. У меня есть просьба. Would the people who sit back, would you come a Пожалуйста, little те, bit кто сидит там вот more in сзади, front? спуститесь Is that вниз, okay? поближе к народу. If you don't want to say, Если вы не хотите, ну и сидите. but it would be very nice if you Но come было бы очень with здорово, если yourself. бы вы пришли поближе. Okay. Это важно еще для фотографирования. Мы соберемся все в центре, потому что уличная фотография у нас получилась немножко связана, так сказать, с солнцем, неважно. Согласны? А здесь мы сделаем хорошую. Поэтому сдвигайтесь, пожалуйста, все друзья. Yeah, there's a reason for everything. Вы знаете ли, всему есть причина. All right. So, thank you. Спасибо. Now, remember what we said this morning? Вы помните еще, о чем мы сегодня утром говорили? Yeah? What did we say? Ну и о чем же мы говорили? Так, граждане по одному и четко. Yes, to dream big. What Да, else? вот, чтобы были вот большие мечты. Чтобы держать обещание. To give a promise and Да, to keep дать the promise. обещание и держать его. And the last thing, Bodо И 1, Bodo 2. последнее, вот Бодо номер 1, Бодо номер 2. Money. Money? Dingy? Did we talk about money? Разве мы уже о деньгах говорили? But to have a promise for your income, yes. Так, но нужно дать себе обещание, сколько вы будете зарабатывать. And to keep the promise, do a daily method И of для того, operation. чтобы сдержать свое обещание, нужно каждый день выполнять 10 beans часть работы. every day. Good. 10 фасолин каждый день. Okay. There was a great philosopher. Вы знаете, жил такой был на свете By the name of великий Immanuel философ. Kant. Его звали Иммануил Кант. And he said, when I was a small boy, И он говорил, вот когда я был еще маленький мальчик, and I came to a creek, и когда я подходил к ручейку, and I was afraid to jump over the creek, то мне было страшно перепрыгнуть через I этот would take ручей. my hat Я снимал шапку and throw it over. и бросал через. So I had to jump after И it. тогда, поскольку шляпа улетела, мне Because приходилось прыгать. Otherwise, his mother would say, Потому что если бы он прыгнул, а шляпа была тут, то And he мама said- бы сказала, ну-ну-ну. the principle of success as a grown man is the same. Вы знаете, принцип успеха для взрослого мужчины точно тот же самый. Take your word, Берите свое слово, throw it ahead, бросайте вперед and jump after. и затем прыгайте за ним. So for you to remember, И для того, чтобы вы это помнили, that's the thing. вот, Your promise, вот шляпа, видите? throw it, Бросаем, and then just go after it with your daily method of и operation. затем вот каждый день, совершая свою каждодневную рутинную работу, идите за ней. That's the first principle of success. Это первый принцип успеха. To give yourself a big promise. Дать самому себе большое обещание. Since I'm age 30, Вот с 30-летнего возраста I'm financially free. я финансово независимый, свободный. That means I don't have to work anymore. Это означает, что работать мне больше уже не надо. In the winter, my wife and me live in Florida, Зимой мы с In женой the живем во Флориде, next to the beach. рядом с пляжем. We look out the window, we see the dolphins play. Мы выглядываем в окошко и видим, как в воде прыгают You дети. think it's easy for me to keep my promise? Как вы думаете, мне было легко Or держать I'm свое обещание? sometimes tempted to be lazy? Вы знаете, или, может быть, все-таки иногда мне хотелось, так, знаете, лечь, Lay in the sun? полениться. I'm sometimes tempted. Вы знаете, вот иногда все-таки полениться But I хотелось. gave a promise. Но я же дал обещание. I tell you my promise. Я уже рассказал вам, My какие было promise мое is обещание. to help 1 million people to be financially Вы знаете, free. мое обещание – это помочь 1 миллиону человек стать финансово независимыми. What's your promise? А вот у вас какое обещание? Thank you. Спасибо.
And one advice about the promise. И вот вы знаете, один совет касательно обещаний. Make it big. Вы знаете, если уже обещаете, пусть это Be будет optimistic. большое обещание, будьте оптимистами. I got to know a man Я познакомился с одним человеком, by the name of Scott. его зовут Скотт. I met him in Palm Springs, California, and he was 104 years of age Вы when I met знаете, him. когда мы познакомились, это было в Калифорнии, в Палм-Спрингсе, и тогда Скотту было всего 104 года от роду. 104. And he 104. had just married. И он как раз только женился. And the lady was 40 years younger than him. Дама, жена, была на 64. 40 лет моложе, 64 года. And he told me that his doctor said, И он рассказал мне, что Scott, we have to talk. доктор перед его женитьбой вызвал What you его, are сказал, doing- Скотт, нам нужно побеседовать. То, что ты делаешь, what you're doing is dangerous. просто опасно, Скотт. Doctor said, why it's dangerous? А почему опасно? Because she got married. Ну, потому что ты вот женился. Well, I love the lady. Well, of course I get married. Ну, конечно, вот эта дама, я ее люблю, я женился. Yeah, but if you have certain physical activities, Вы понимаете, сказал доктор, если у вас будет определенная физическая it's активность, dangerous. то это для вас опасно. And Scott says, И like Скотт what? сказал, а что вы имеете в виду? Doctor says, maybe he forgot. Тогда доктор подумал, а может он вообще уже забыл, о чем речь? He says, if you go to bed together, И тогда доктор сказал, ну если вы вот в постели рядом окажетесь. what's dangerous about the bed? А Scott что says. опасного в постели, сказал Скотт. Doctor said, I have to tell you. Врач сказал, ну что ж, мне придется сказать вам. Scott, if you make love, that's dangerous. Скотт, если вы займетесь любовью с ней, это опасно. Scott says, Скотт сказал, let me tell you how I see it. ну давайте я расскажу вам, как я это вижу. If she dies, she dies. Если она от этого умрет, ну так она умрет. So, it's good to be a little bit optimistic. Поэтому, вы знаете, так здорово быть оптимистом, ну хотя бы немножко. All right. The first principle, give a promise and make it big. Итак, первый принцип. Давайте обещание, и пусть это будет действительно большое. The second one, have a team. Второй And the принцип. third one, be responsible У even in вас times of change. будет команда. И третье. Let's talk Будьте about- ответственными даже тогда, когда у вас идут какие-то перемены. Did I say that much? Я что, так много сказал? Okay. Let's talk about the team first. Итак, давайте поговорим о команде. In сначала. English, it's T-E-A-M. По-английски команда это team. Together, T-E-A-M. everyone achieves more. Вместе каждый достигает большего. We have to understand, together we achieve more. Мы должны понимать, что когда мы вместе, мы можем достичь Now, большего. I think you are in a people business. Понимаете, вы в бизнесе, где вы имеете дело с людьми. Just think a while, what is the one thing people learn best from? Вот подумайте, что есть такого, благодаря чему люди лучше всего учатся? It's not explanation. Это не объяснение. It's not going like this. Это не вот когда Or вы like this. тычете или вот так. People learn best by a story. Вы знаете, люди лучше всего учатся, когда им рассказывают истории. Because the story is not about them. Потому что это истории не о них. They can discover it for themselves. И они могут эту историю приложить к себе. You are in a people business, Вы в бизнесе связаны с and you will be really successful if you tell stories about your products. И вы будете действительно очень успешны, если Stories, будете stories, рассказывать stories. людям истории о деле, Not истории. explanation, Не объясняйте, stories. а рассказывать им истории. Yeah. Let me tell you a story. И я сейчас расскажу вам одну историю. It's from a baseball league in the United States, and it plays in 1943. Действие происходит в 1943 году, 1943. And the president- Бейсбольная лига Америки. Of the president of the Brooklyn Dodgers И президент команды Brooklyn Dodgers knows that the prime league of baseball is only reserved for white people. No знает blacks permitted. прекрасно, что высшая лига бейсбола в Америке
допускает к игре только белых игроков. And he wants to break through this barrier. А ему хочется нарушить это правило. So he's looking for a real talented black player. И он ищет действительно очень And he талантливого finds a guy черного called игрока. Jackie Robbins. И находит такого, и зовут этого And he игрока invites Джеки him. Робинс. Он его And he приглашает. says, would you like to be on my team? И спрашивает его, ты хочешь играть в моей команде? And Jackie knows this is a chance of his life. He says, Дело yes. в том, что Джеки понимает, что это шанс всей его жизни, и он говорит, да. But Branch Rickey says, but I want you to promise something. Но президент Бранч Рики говорит ему, ну знаешь что, They если will ты хочешь attack you обещание, because you're black. поскольку ты черный, на тебя будут все They will нападать. insult you because you're Тебя black. будут оскорблять, They will потому что fight you because you're тебя black. будут бить, потому что ты I черный. want you to promise not to fight back. И я хочу, чтобы ты дал обещание, что ты не будешь драться в ответ. And Jackie said, not to fight back? И Джеки сказал, как, не давать Do you сдачи? want a coward? Тебе что, в команде нужен трус? No. I want the man who has the courage Нет, мне нужен человек, у To которого keep есть his promise. мужество, чтобы сдержать свое обещание. Jackie understands and they shake hands. Тогда Джеки понял, о чем идет речь. And he's playing for the Brooklyn Dodgers. И Джеки начинает играть за Бруклин Доджерс. First game, home game. Первая игра играет дома. All the spectators go boo, boo, Все boo, зрители because на he's black. стадионе начинают кричать «У», потому что играет черный игрок. Even his team, nobody in his team is talking to him. Даже команда против, ни один игрок в команде не разговаривает. And he says to himself, how can I succeed И он сам себя спрашивает, if а they как all я expect me успею, to fail если just все because I'm хотят, black? чтобы я провалился только потому, что я черный. And then one game, another game, И вот следующая игра, he's playing, он and играет, one of the opponent's team members и вот один из игроков is jumping at him. в команде противников You know, they have these spikes under the shoes, хорошенечко ногой и and he дает hits ему, his knee, his leg. дает and ему he's ногой wounded. очень сильно и попадает в And he's колено. seen, this guy did it on purpose. Колено очень болит, он не может играть. So И he он wants to fight понимает, him. что этот игрок специально его ударил. But he Он может remembers- дать ему в морду, но But he вспоминает, remembers to keep his promise not to fight что back. он должен держать обещание, не драться в ответ, не давать ответ. Hard situation, right? Это очень сложная ситуация. Another game. Wound heals, and he wants to have another game. Следующая игра. And he's sitting in his locker room to put on his shoes. Они готовятся, одевают вот эту свою форму, он садится And as he для того, slips, чтобы одеть бутсу. As he goes into the shoe, И вот когда он одевает he бутсу, feels a sharp pain. он вдруг чувствует резкую боль. Someone has put a razor blade, Кто-то бритву inside the положил, shoe. кусочек лезвия положил ему в бутсу. and he cuts his foot. И он режет ногу. And he says, enough. И он говорит, все, хватит, I quit. я ухожу. He goes to talk to Branch Rickey. И он идет поговорить And he с says, Брэндом и говорит, сэр, This is too much. это уже все, это уже I чересчур. can take everything. Я могу все принять. But my own team cutting me. Но моя собственная команда подкладывает мне лезвие, они меня режут буквально. Branch Rickey looks at him Тогда Брэнд смотрит на него and he says something very important. и говорит очень важную вещь. He says, Он говорит, Jackie, Джеки, if you want to quit now, если ты сейчас хочешь уйти, everybody will understand. тебя абсолютно все поймут. But Но that's not what you have started for. ты ведь начинал не для того, чтобы уйти. You wanted to keep a promise. Ты ведь начинал и хотел сдержать свое обещание. Jackie thinks a while Джеки немного подумал and then he says, okay, и говорит, ладно, I will not quit. я не уйду. And his wound heals. Заживает разрез на Weeks ноге. later, he's in another game, Проходит несколько недель, следующая игра. and this time he's playing bad. И вот в этот раз Джеки действительно плохо уже And people играет. go boo. И тогда народ на And he's- стадионе кричит And he's making more mistakes. и он допускает одну ошибку за другой. Boo!
Они and more обычно mistakes. еще больше ошибаются, еще And all of a больше. sudden, И вдруг the captain of the team, by the name of P.V. Rees, капитан команды по имени Пиви Рис, who is also the hero of all the people, of the дело в том, spectators, что для всех зрителей на стадионе он герой, безусловно. drops the racket Бросает вот эту вот перчатку свою and walks all the way across the lawn over и to идет по Jackie. газону поля по направлению к Джеки. And he keeps walking И продолжает идти slowly. медленно. Everyone is holding their breath. И все замирают. What is he going to do? Что он сейчас сделает? Is he going to send him off? Он сейчас что ему скажет? Пошел вон? He walks all the way till he reaches Jackie. И вот он подходит, он проходит все поле, подходит к Джеки Робинсу. And then he just puts his arm И around him. затем обнимает его за плечи. And he says, Говорит, Jackie, I am with you. я с тобой. And that makes all the difference. И вы знаете, вот это Jackie has courage что now. меняет, потому And he's что faced Джеки having the best появляется game of his life. И он, это было лучшее. And people give him a standing ovation. И люди встают и And the rest of the story is easily told. И вы знаете, уже остальную часть истории легко рассказывать. In 10 years, they win the championship 6 times За 10 with лет Jackie они Robinson. 6 раз выигрывали He's the hero of чемпионат the city. по бейсболу. Он становится People героем love своего him. города. Все его любят. He gets elected into the Hall of Fame. И его избирают в зал славы. They win the World Championship for the first time. The Dodgers ever win it. В жизни Dodgers выигрывают мировой чемпионат. And when he quits playing, И вот когда он уходит уже, заканчивает свою his спортивную trickle, карьеру, да, он свою with the number 42, с номером 42, it's never been given out again. вы знаете, он ее снимает, и больше этот In номер all не дает America, ни одного just to honor Jackie Robinson. для того, чтобы вот почтить таким образом Джеки Робинса. What made this possible? А что вот такого произошло, что сделало возможным такой успех? A good coach, Хороший тренер, the president, президент, makes Jackie give a promise, заставляет Джеки пообещать helps him keep the promise, и помогает ему сдержать это обещание. and Jackie not giving up. И Джеки не сдается. Even if it was a reason where you could say, okay, I should Вы give up. знаете, хотя у него были причины сказать, все, я пас. The people who really go to the top never give up. Вы знаете, те люди, которые выходят на самый верх, никогда не сдаются. There's an epilogue to the story. Вы знаете, есть эпилог этой истории. Years later, 20 years later, Прошло 20 лет, they asked the team members, и журналисты спросили членов этой команды. the journalists, Вы знаете журналистов. how's your life? Итак, как вы живете, как жизнь? Good life. Ну, хорошо I'm живу. rich. Я богатый. I play golf all day. Я вот Lay in the sun. занимаюсь чем хочу, вот лежу на солнышке. Good life. Это замечательная жизнь у меня. And then they asked them, each one of them, А затем спрашивают каждого how was игрока, your time when you played with Jackie а Robinson? вот как вы оцените то время, когда And вы the играли posture в одной changed. команде с Джеки Робинсон? Their И posture вот changed. тогда They said, сразу oh, все меняется. this team, we were incredible. We had so much fun. This was the time of my life. Получали такое удовольствие. Это было лучшее время моей жизни. What I'm telling you is, you will never have such a great time as in a good team. Вы знаете, я хочу сказать вам, что только в хорошей команде можно действительно классно жить. When Jackie Robinson stopped playing, И когда Джеки Робинсон перестал играть, he became a speaker. он стал оратором. And he toured around and would just ask people, И он ездил, он задавал вопросы людям. are you afraid of something? Вы боитесь чего-нибудь? Is there something which seems to be too big for you? Есть ли что-то, что кажется вам слишком большим? Just to tell them, Он хотел просто объяснить им. you do not have to do it alone. Не нужно переносить трудности в одиночку. Now there's something I like to tell you about successful people. Вы знаете, я хочу сказать вам одну
вещь касательно успешных людей. Successful people don't try to do it alone. Вы знаете, успешные люди никогда не See, when we come on this world, в одиночестве. when we come to this world, Когда мы приходим, we're babies. мы младенцы. We need mama and papa. Нам тогда нужна мама, папа. We are dependent. Тогда мы зависимы. Then we grow up. Затем мы растем. And then we are independent. И тогда мы становимся And we независимыми. think the world is ours. И мы считаем все, весь мир мой. Only to see that really successful people understand there's a third level. Но дело в том, что по-настоящему успешные люди понимают, что есть третий уровень. And that level is of interdependence. И это уровень взаимозависимости. That means independent people work together as a team. Это означает, что независимые люди работают вместе в качестве So we команды. achieve all so much more. Для того, чтобы достичь гораздо большего. Independence. Interdependent. Взаимозависимость. This is so important to understand. Это очень важно понимать. So, the thing is, your company keeps the promise. Итак, вы знаете, что самое главное? Ваша компания держит To be a обещание. team, you have to keep the promise. И вы должны тоже держать. But you see, my friends, sometimes- своей командой. sometimes- You have to go back Но иногда нужно немножечко to get отойти ahead. назад, для того, чтобы продвинуться Hard вперед. to understand, let me explain. Конечно, это трудно понять, но я объясню вам. Let's say I want to jump from here. К примеру, вот я хочу прыгнуть стоя здесь. If I want to jump from here, how far can I jump? Если я буду прыгать отсюда, как далеко я смогу Maybe прыгнуть? like Вот this. как далеко. Not so much. Не, ну это не слишком далеко. How can I jump further? How can I jump further? А как же мне прыгнуть подальше? How can I jump further? Как? Very good, sir. You have to go back. Надо отойти Sometimes, my назад. friends, we have to walk back a little bit Иногда, so we can jump. друзья мои, нам надо Much отойти further. назад, чтобы Yeah. мы могли разогнаться и прыгнуть. Olga, jump. Так, теперь буду прыгать я. Поняли? Но я прыгаю плохо, так что не ждите. Don't do it! No. You see, Итак, sometimes we go back to jump further. иногда нам нужно Life отойти is not назад, always like this. чтобы прыгнуть подальше. Вы знаете, жизнь не всегда вот как прямая такая линия. Life is like this. Вы знаете, иногда жизнь вот такая вот. Okay? So keep your promise. Поэтому держите обещания. Now let's look at the third element. We've talked about keeping your promise Так, а теперь посмотрим на третий элемент. Первое and be держать part of a обещания. team. Второе – это гордиться своей командой. And the last element И третий, последний элемент is full responsibility – это полная ответственность, even when things change. даже тогда, когда происходят перемены. Full responsibility even when things change. Полная ответственность, когда происходят перемены. What means responsibility? А что такое ответственность? It is the ability to respond. Это по-английски слово responsibility, его можно разложить на два слова. Things- Способность ответить. Things change. Итак, происходят перемены. How do you respond to the change? И как вы отвечаете, как вы реагируете на эти изменения? Now, to make things simple, Для того, чтобы упростить все, I divide people into two groups. вы знаете, я делю всех людей на две группы. There are ducks. На уток. They always, when they face a problem, they look for excuses. Дело в том, что когда перед уткой встает And they проблема, quack она excuses. начинает искать какие-то предлоги, чтобы не сделать And then чего-то. there's eagles. И есть орлы. When they see a problem, Когда они видят проблемы, they look for solutions. они ищут способы ее So решить. ducks look for excuses. Итак, Ducks look for excuses. утки ищут предлоги, как бы что-то не And сделать. eagles look for solutions. А вот орлы ищут способы решения. Here's how I came up with this. И вот таким образом я I was придумала jogging with a friend. такое сравнение.
I was joking with you. Да, я бегал с Every этим morning, супругом каждое 8 утро. o'clock. 8 часов. We met at the lake. Мы встречались у I озера. was there. Я там был, He was late. а он опаздывал. Every morning late. Каждое утро он Do you опаздывал. know people are always late? Вы знаете таких Who knows людей, people like that? которые постоянно опаздывают? Знаете таких людей? And he was always giving me an excuse. И No, вы no, you don't know what знаете, happened. каждый раз он мне объяснял, он говорит, Бодо, не представляешь. I said, I know what's happened. You're late. Я говорю, я знаю, что произошло, ты опять опоздал. No, no, but listen why. Нет, ты послушай, почему? And behind us, on the lake, А вот там, за нами, вот, I heard the ducks quack. я слышал, как Quack, 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 quack. So one day my friend is late again. He gives me an И excuse. вот опять мой друг опаздывает, опять начинает объяснять, почему. I say, you know what? И я ему сказала, знаешь что? Quack, 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 quack. I was flying to Atlanta, United States, Я прилетел однажды в Атланту, в Штатах. and I had a fax reservation for the hotel. Я зарезервировал гостиницу, у меня был факс, So, подтверждающий это. after a long flight, I go to the И hotel. вот длинный перелет, я To the прихожу в reception. гостиницу, я подхожу на ресепшн. And here comes a duck. И тут выходит утка. How can you tell it's a duck? А как можно узнать, что Because they это? already walk like a duck. Потому что они уже идут как утки, вот так. Comes, looks at my fax Она reservation, смотрит на мой факс, looks in the computer, смотрит в свой компьютер, and says, sorry, we are fully и booked. говорит, извините, And walks но off. у нас нет свободных мест. И вот так же уходит. I was thinking, well, I have a fax reservation. А я думаю, так, подождите, вы мне So I was прислали какое-то standing разрешение. there a bit perplexed for a while. И я там стою, вот So after здесь. about a minute, she comes back, Через минуту она возвращается, looks at me and says, you still here? смотрит на меня, говорит, а вы что, еще I здесь? said, of course I'm here. Я говорю, ну, конечно, я здесь. I want to sleep here. I Я have to хочу stay. вот здесь провести ночь, я хочу здесь остаться. She said, but I told you we have no room. Но я же вам сказала, у нас нет свободных But I have мест. a fax reservation. Но у меня же вот факс, подтверждающий She мой said, yeah, but I can't pull a room out of my ribs. Но я же вот из своих ребер вам комнату не вытащу, сказала она. You know when a conversation is not bringing you anywhere. Вы знаете, вот бывают такие разговоры, когда вот вы говорите, So I say, никуда они вас не приводят. please let me talk to someone И else. тогда я сказала, знаете что, пригласите кого-нибудь And she другого. goes over there, И она идет towards the door. к дверям. I say, stop, Я говорю, стоп, don't стоять. go there. Так, туда не иди. You know why? Знаете почему? Ducks always Потому go что утки всегда идут to see other ducks. для того, чтобы поговорить с другими. Behind that door, there would probably be a big duck pond, Дело в том, что вот там, за той дверью, наверняка... and she would just come back with another duck. С кучей уток, и она бы мне еще одну утку привела бы. So I said, don't go there. Я сказала, не, туда не ходи. I said, bring me an eagle. Я сказала, приведи мне орла. An eagle? Орла? I explained, someone who is looking И for тогда solutions. я сказала, вот того человека, который ищет способ решения проблем. She said, ah. Я сказала, You see, the eagles are known. вы понимаете, вот одну все знают. So she's coming back with a young man, and he's really Вот eager. она идет и приводит молодого He человека. looks at my fax reservation, Он смотрит на мой факс, подтверждающий. looks in the computer, Смотрит в компьютер and he says, the lady's right, we're fully booked. и говорит, But, дама права, у нас действительно нет свободных мест, you но... see, ducks stop when they have a problem. Понимаете, вот утки, они останавливаются, тормозят, когда... Eagles don't stop, they go on. Орлы не останавливаются, они продолжают движение. And he said, here's what I suggest. Я предлагаю вам вот что. I will look in the other hotels on the computer if I Я find сейчас поищу a вас suite in which we can upgrade you at our cost. гостиницах, и я постараюсь найти сьют для And while I'm вас, looking- и мы повысим ваш класс бронирования за свой счет. And while I'm looking, А пока я ищу для вас... be my guest in our restaurant. He Пожалуйста, did my проходите в наш ресторан, будьте моим гостем. Good guy, huh? Хороший парень. When I come back, he probably owns the place. Вы знаете, когда я прилечу в следующий раз в Атланту, он, наверное, уже будет And the duck has владельцем probably been fired. в этой гостинице. А вот эту утку уже, наверное, к тому времени... And then the duck says, they didn't like my eyes. И тогда, вы знаете, вот утка говорит, ну, конечно, ему не понравились мои глаза. Responsibility is the most important concept in the world.
Дело в том, что ответственность – это самая важная вещь в мире, понятие. So there's two advices I would like to give you. Поэтому мне хотелось бы дать вам два совета. You see, we have a duck in our office. Вы знаете, вот у нас в офисе есть утка. So when people start talking, И когда люди начинают говорить, excuses, когда они начинают I говорить, can't, I just go like this. я тогда беру утку и вот что делаю. So I don't have to say something like that, I just go. Когда я не хочу слушать эти объяснения, And they look at me and they say, am I being a и duck? тогда этот человек смотрит на меня и говорит, что я сейчас как утка себя веду, да? Yes. I don't want to be a duck, I want to be an eagle. Я I не want to хочу be an быть eagle. уткой, я хочу быть орлом. So the first advice, Итак, первый совет. we are all sometimes ducks. Вы знаете, ну вот в Everyone. жизни I am каждого too. из нас бывают моменты, когда мы бываем утками. But Даже я be бываю. sure you're not a duck too often. Но So вы знаете, просто надо сделать так, чтобы мы не часто бывали утками. be quiet. Вот так вот хлопнул и быстро That's the first advice. The second advice, Второй совет. don't hire ducks. Не нанимайте уток на работу. Some people say, hey, Mr. Schäfer, Кто-то может сказать так, господин Шефер. but I can motivate the ducks. Ну я же могу замотивировать утку. But all you have then Но вы знаете, все, что вы получите в результате, is motivated это ducks. будет замотивированная утка. You don't want ducks. А вам не нужны такие вот замотивированные утки. You really don't want ducks. Вам не нужны. So now take a look to the left and to the right. А теперь, пожалуйста, посмотрите налево. How much duck and how much eagle do you see? И вот сколько вы видите уток и сколько вы видите орлов вокруг себя, а? Only eagles. That's good. That's really good. Какая команда? You see, when you face a change, Вы знаете, когда вы встаете перед лицом каких-то изменений, now let's look seriously for a while. давайте мы сейчас вот серьезно поговорим на эту тему. Your system has changed. Сейчас изменилась система работы вашей компании. Rael decided he had to change the system. We talked about it, he has good reasons. Раиль решил, что нужно поменять методы работы вашей компании. Есть причины этого очень серьезные. Мы вчера об этом говорили. There's two ways to look at it, as a duck or as an Вы eagle. знаете, на эти перемены можно посмотреть с точки зрения утки. Duck says, but the old system. Утка говорит, так, а где же старая система? And the eagles say, I keep my promise. А вот орел говорит, я буду держать свой Because, my friends, the oldest book in humanity Потому что, вы знаете, дорогие мои друзья, is the Chinese book. книга это китайская. The oldest book of wisdom in this world is a Chinese book. Книга мудрости в этой And you know what it's called? И знаете, как она называется? The change. Изменение, перемена. And you know what it says? И знаете, о чем там? Life is change. Жизнь это и есть. Life is change. You look in the mirror today, Вот сегодня вы смотрите на you себя, look in the mirror 10 years from now, you have changed. а через 10 лет смотрите на себя в зеркало. I get prettier every day. Каждый день вы меняетесь. Look, О, видите? Видите, что делается? I change. Я тоже меняюсь. You change. Вы меняетесь. We all change. Мы все меняемся. A company changes. И компания A тоже system меняется. changes. Система меняется. You know what it's called to get better? Знаете, как это называется? Это называется улучшение. Getting better is a change. Дело в том, что улучшение... But the это ducks say when something changes, Но когда что-то меняется... It's getting worse. Ой, нет, ну все, это... it's getting bad. Это будет плохо. And the eagles understand that change А is вот necessary to get better. понимают, что для того, чтобы стать лучше, нужны перемены. Remember, we have to step back to be able to jump. Для того, чтобы прыгнуть It's a change. далеко, нам надо отойти назад. Это изменение, это перемена. I think you understand. Я думаю, что вы это понимаете. Let me give you two sentences. И сейчас я хочу сказать вам два такие предложения, две фразы. First, ducks do not commit. Первое. Вы знаете, утки, They don't give a promise. они не дают обещания.
They are afraid to give promises. Они боятся давать обещания. Eagles commit. А вот орлы Eagles give a promise. дают обещания. Like how much you want to earn in 3 years from now. Вот, к примеру, сколько вы хотите зарабатывать через 3 года? Here's the two sentences. Есть такие две фразы. Whom you give the blame, you give the power. Вы отдаете власть тому, кого вы обвиняете. If you say, И когда вы говорите, you give this the power. то вот ему, ей вы This отдаете власть. enemy can be your partner, can be the company, can be the market, can be Это politics. может быть ваш партнер, это может быть ваша компания, это может быть политики. Keep the power. Вы знаете, держите Don't власть blame. себя. Look Не for solutions. разбрасывайтесь обвинениями. You know what's bad about blaming? Знаете, что плохо, Oh, this когда is вы a deep обвиняете? secret, trust me. Вот это большой секрет, поверьте. If you blame, Если вы кого-то обвиняете, use yourself, do not change. вы знаете, то тогда вы сами не меняетесь. It's an excuse not to change. Потому что это, когда вы обвиняете кого-то, If то I это say he's просто bad, самому I don't меняться. have to change. Потому что если я говорю, это он плохой, то мне меняться уже But не if надо. I want to keep the promise, I have to Но change. если я хочу сдержать свое обещание, мне нужно меняться. Okay. The second sentence is, Вторая фраза. if you use excuses, Если вы используете вот эти вот объяснения, вот эти you're вот, X and out. то тогда, понимаете, слово excuse состоит опять же из двух частей. Excuse Пошел. of excuse, no more use. То It's есть a word больше game. использовать You're уже out. нельзя. Все, вы уже вон. Can you do that in Russian too, like in English? Excuse, no more Well, I use. explained. Okay, but it's not the same word. Okay, but that's where in English the word comes from. Да, по-английски вот это вот excuse. То есть вот In German it's the same. out. In German it's the same. It's called Ausrede. Is you talk to be out. Да, это вот, то есть вы, вот вам говорят уйти вон. Or in Spanish too, excusa. Да, и даже по-испански You are хотели out excuse, if да, you use this. вы за пределами. So if you want to be in the game, keep the promise. Поэтому, если вы хотите остаться в игре, If you look for держите. excuses, you're out. Если вы ищете предлоги, тогда вы вон. Okay. Now, I will give you very quickly a logical explanation to responsibility, okay? И сейчас я очень быстро объясню вам, что And then I'll explain такое ответственность. Then I'll explain it emotionally. And then you understand what? Emotionally А afterwards. потом, вот после этого, сначала будет логическое объяснение, а потом эмоциональное. Now, we have a situation, Итак, у нас есть ситуация какая-то определенная. and then we answer to this situation. И затем мы ищем ответ. Мы как-то реагируем, отвечаем на эту ситуацию. And we have to understand that in between the situation and our answer, there is a gap. Дело в том, что вы должны понимать, что вот между этой ситуацией и нашим There ответом is no automatic. есть вот такой пробел. See, if I smile, Если я улыбаюсь, you don't have to smile. вам совершенно не обязательно улыбаться. And if I go, И если я вот такую рожу you скорчу, don't have to stick out the tongue too. то вам не нужно. Because there is a gap. You can decide. Потому что есть вот этот вот пробел, во время которого вы можете решить. You как see вы what I mean? будете отвечать. Вы There's понимаете, no что- automatism. То есть Okay. нет какой-то вот автоматики здесь. Now, I suggest to not call it a situation because a situation is something that we see as a given thing. Дело в том, что A fixed ситуация thing. это нечто фиксированное, то, что мы видим как вот данность. Let's call it stimulus. Но давайте мы назовем, что это не ситуация, а что это какой-то стимул. And our answer, let's call it possibility because we have many possible Ответ answers. это возможность, потому что у нас разные возможные ответы. In between, there's the gap. И между стимулом и возможностью тоже есть пробел, пропуск. So what Rahel did И вот что сделал Раиль в такой ситуации? is a stimulus. Вот это стимул, And it depends on whether you're a duck or an eagle, how you will, which и вот в possibility you will choose to зависимости answer. от того, вы утка или вы орел, вот вы и выберете, как отвечать. There is no automatic response. Дело в том, что нет автоматической Freedom реакции. is here in this gap. Вот свобода здесь, вот в этом пропуске. And the strongest thing you can do to fill this gap И самое positively мощное, что вы можете сделать, чтобы заполнить этот пробел, is
with a promise. Вот здесь вот обещание ваше. Because then you know what to do here. Потому что тогда вы знаете, что нужно делать. Then if there's a change, И тогда, если есть перемена, you have given a promise, вы дали обещание, you do not look for excuses. и вы тогда уже не ищете, а You look for solutions. вот что я You не look могу for solutions. сделать. You want to keep the promise. Решение, потому что вы хотите сдержать свое обещание. When I heard this, I didn't understand it. Вы знаете, вот когда я это услышал, я не понял, о чем I речь. have to understand things emotionally to really understand. Дело в том, что вы знаете, для того, чтобы по-настоящему что-то понять, мне нужно это понять эмоционально. I invited a lady to Germany Я пригласила одну даму, by the name of Ella Williams. ее зовут Элла. Very strong lady. Это очень And she gave a сильный seminar that I человек. organized for thousands, just women. Я организовал семинар, и она провела его. To tell her story. Было 1000 людей, и она рассказала свою историю. And she told her life story. Это история ее жизни. When she was young, Когда она была she еще had many brothers and sisters. у нее было много братьев и сестер. Her father was drunk all the time. Ее отец был And he алкоголиком, would hit the girls и он все bad. время бил Also девочек. the mother. Маму And бил, also Ella. бил Эллу. And she got very badly beaten. Вы знаете, он ее очень сильно избивал. And by the age of 18, И вот когда исполнилось she married the first man to get out of this hell для at того, home. чтобы убежать из этого домашнего ада, она вышла замуж за первого мужчину, And he hit her который too. попался. Но он тоже начал ее избивать. And she got a divorce after 6 months. Через 6 месяцев она с ним развелась. And she married another one. Вышла замуж снова. And guess what? He hit her too. И вот знаете, что произошло? Опять он начал ее бить. And she said, no matter where I go, И they тогда она always beat себе me. сказала, ну вот куда я не иду, меня все равно бьют. And she stayed for 10 years in this hell. И 10 лет она оставалась с этим человеком. And after 10 years, she had the courage to get a divorce. И вот через 10 лет только она набралась мужества. She was finally out. Она наконец-то But she had 2 little children. ситуация, но у нее No было money. двое маленьких детей. And one day she was sitting Нет денег. on the stairs И вот однажды она сидела на ступеньках, and she was reflecting over her life, и она стала размышлять о своей жизни. thinking, what chance do I have? И она стала думать, ну какие же у меня шансы? Physically broken. Физически я слабая, меня Because the всё guy, even after the divorce, would still wait for her Дело and в hit том, her. что ее муж, с которым она уже развелась, все равно ее там где-то подкарауливал и калашматил. Emotionally broken. В эмоциональном плане полный вообще тоже разброс. No money, Денег нет, no education, no school. никакого образования, она и в школу 2 little children. еле ходила, 2 маленьких детей. And she started to cry. И она стала плакать. And she just cried. She Она said, сидела и плакала. life is not good for me. Ну что, жизнь у меня несчастная. And she cried for hours. Несколько часов она сидела и рыдала. And after a couple of hours, she had no more tears. И вот через пару часов у нее просто уже высохли все слезы. And she looked up to the sky. Она подняла глаза к небу And she said, from now on, и сказала, I want the sun to shine on my life. вот с этой минуты, вот с этого момента я хочу, чтобы в моей жизни светило только солнце. Nobody is ever going to hit me again. И больше никогда ни один человек не Nobody. посмеет тронуть меня пальцем. Никто. I want the sun to shine on my life. Я хочу, чтобы в моей And she stood up, жизни And светило she started солнце. her own company. Она It took встала. her 3 years because she И had no она experience. создала собственную компанию. Ей понадобилось No время knowledge, для этого, потому no что education, no money. никаких знаний, не было денег. And when she had the company, it took her 3 years to get the first order in the И company. вот когда она наконец-то создала sales. компанию, еще 3 года понадобилось. And another чтобы 3 years later, прошло еще 3 she года. got elected in the whole country of America to be the best female entrepreneur of the year. Ее избрали лучшей женщиной-предпринимателем года. She got elected the woman of the year, И она стала женщиной entrepreneur of the year. и стала And she предпринимателем. was the first black lady to be invited in the White House to have dinner with the President of the United И States. она была первой черной женщиной. A strong woman. Пригласили на обед I like to talk to her. США. And she was telling a story. Женщина.
Я люблю с ней разговаривать. And then I asked her some questions on stage. Вот когда она была на сцене, я тоже вышел на сцену, и я задал ей несколько вопросов. I asked her, Ella, Я сказал ей, Элла, maybe someone is interested. How did you do that? Может быть, людей интересует, а как ты это Despite the 2 little children you have. Ведь несмотря на вот этих You know why I asked her this? Знаете, почему я задал? Because I know how many people have excuses. Потому что я знаю, как много людей, Too old, too young. которые говорят, не, ну я сильно Too poor, старый, too я rich. слишком молодой, я слишком богатый, я Health. слишком бедный, у меня плохое Country. здоровье, я не в той стране. Changes. Изменения. So I knew this and I asked her the Поэтому question. я знал, что есть куча отговорок, People я come and talk to me. задал ей этот вопрос. People come and talk to me. And there was this lady coming to me. She said, Да, однажды ко мне подошла женщина, и она сказала, Mr. Шефер, господин Шефер, I have 3 little children. у меня 3 маленьких детей. Do you have any idea how it is to have 3 little children and be a woman? Вы представляете, господин Шефер, что это значит? Быть женщиной и иметь 3 маленьких детей. My honest answer? Вы знаете, я честно No, ответила. I've never been a woman. Я не знаю, потому что я никогда не был женщиной. But in my job, I have the privilege of getting to know incredible people. Но вы знаете, вот в своей работе... And I tell you, no problem, no matter what problem you tell me you have. И вы знаете, не имеет значения, какие... I can tell you someone who had the same problem but worse. Я могу найти вам другого человека, And maybe который big, таких like же Ella проблем, Williams. но еще хуже. Но тем не менее, таких людей, которые достигли успеха, как Элла Big. Уильямс. So I asked her, Ella, how could you do it? Despite the 2 little children you Элла, have. как же ты могла достичь успеха, несмотря на 2 маленьких детей? And she looked at me Она посмотрела на and she меня shouted. и закричала. She said, not despite my children, Она сказала, не несмотря на because of my а children. благодаря моим детям. You see the difference? Because. Вы понимаете, благодаря. So there is a change, yes. Да, Be есть. strong because of the change. Станьте сильными благодаря Because перемене. you may have 5 children, 10 children, I don't know. Be strong because of your children. Станьте сильными Give them a better благодаря. life. Give yourself a better life. Дайте им лучшую жизнь. That's responsibility. Дайте лучшую жизнь. В этом и есть ваша ответственность. Do you see the strength of the responsibility Вы emotion? понимаете, вот в чем сила ответственности и эмоций? So you either have an excuse or reason to do it. Итак, вы либо ищете отговорки, либо причину для того, чтобы сделать свое дело. Without commitment, we look for excuses. Если у нас нет обещания, если у нас нет преданности делу, мы начинаем искать отговорки. And with commitment, we look for Но solutions. если мы преданы своему делу, тогда мы начинаем искать способы решения. So what if things are changing and get really bad? А что, если вот происходят перемены и все становится хуже? What about a catastrophe? Что, если происходит катастрофа? A friend of mine, Мой друг, tennis professional, он профессиональный теннисный one игрок. of the top players in Germany, Он был одним из лучших игроков в теннис в Германии. stands on a rock in Mexico and jumps down Он был In the в water. Мексике на отдыхе, он прыгает в воду and breaks his back, и ломает paralyzed, шею. sitting in a Полный wheelchair. паралич. Can we have a Он photo? сидит в That's Boris. кресле. Lives on social welfare. Ну, ему выделяет государство. 90% of his body is paralyzed. 90% тела парализовано. He can move his arms a little bit Он and his немножечко hands 30% and the rest is dead. двигать руками, на 30% пальчиками двигает. What is Boris saying about responsibility? Вот что говорит Борис о ответственности? He says, and that is very interesting. Он говорит следующее, это очень He says, I can divide my body into 2 parts, Он говорит, я могу поделить свое тело на 2 части. yellow and white. Белую часть Yellow is what I cannot move. и желтую. Вот желтая часть это White is what I can move. все те части тела, которыми я двигать не могу. И только белой частью я могу двигать. And he says, if I'm happy or not, И он говорит, счастлив я или нет,
only depends on if I concentrate on the yellow or on the white. Зависит от того, на чем я буду концентрироваться, на желтой части или на белой. He chose to concentrate on the white. И он сделал свой выбор. Все свое внимание, весь свой фокус он направил на белую часть. I was his coach. Я был его тренером. And last year, И вот в прошлый год he earned $3 million. он заработал $3 миллиона. Why? Почему? Responsibility. Ответственность. The ability to answer. Способность ответить. Looking on the white. Смотреть на белое. And he says, can we have it again? He says, Он we are говорит, all like this. он We're not говорит, paralyzed, no. мы все такие. But we all have a lot of problems. Но у всех у нас есть много проблем. And we all have the white, and we need to concentrate on the white. У каждого из нас есть белая часть. И все And then we can go through the roof. Уделять белой части. И тогда мы можем пробить даже крышу. You know what changed Boris's life? Вы знаете, что изменило жизнь Бориса? He was laying in bed, paralyzed, Он лежал в постели, парализованный. and in the beginning he couldn't move his arms either. Вначале у него даже руки не двигались. And he wanted to commit suicide, И он хотел совершить самоубийство. but he couldn't. Но не мог. Couldn't use his hands. Он не мог руками двигать. And then he got a question. И тогда он задал себе вопрос. What is good about my accident? А вот что можно найти хорошего в том, что со мной произошло, в моем несчастном And случае? he shouted, И он закричал. nothing! Ничего! The question came back. Но вопрос к нему вернулся. What's good about my accident? А что можно извлечь хорошего из этого несчастного случая? Nothing. Ничего. For weeks, what's good about my accident? И вот несколько недель он задавал себе этот вопрос. And then he changed the question. А потом он его поменял. What could be good about my accident? А что могло бы быть хорошего в моем несчастном случае? Now he was looking for solutions. Вот сейчас он стал искать способ. What could be good about it? Что может быть в этом хорошего? He became a leadership expert. И он стал специалистом по лидерству. He says, if I can lead people, you can. И он говорит, если я могу вести людей, то And he вы тоже became можете. a famous person in Germany. И он стал очень известным человеком в Германии. Because they remember him because he's in his wheelchair. Помните, ведь он же в инвалидной коляске. Do you see responsibility? Вы видите мощь и силу ответственности? So, the summary, Итак, подведем итоги. give a promise. Дайте обещание. Build a team, be a good team member. Постройте команду и станьте хорошим членом этой команды. And be responsible no matter what change is occurring. И будьте ответственны, что бы ни происходило, какие бы перемены ни происходили. Let me give you a final story. И сейчас я хочу рассказать вам последнюю историю. It's from a young man, Это история молодого человека, about a young man, who is a very talented singer. очень талантливом певце. Who here can sing well? Кто из вас хорошо поет? Who's a good singer? Кто хороший певец? I cannot sing. I cannot Я, sing. например, петь не Okay, умею. this is about the young man who has a very good talent. He's a good Итак, singer. это история молодого человека, He has this у dream. которого прекрасный голос, который у которого большой талант. He has this dream. He wants to sing in the Scala of У Milano. него есть мечта. Он The хочет best place. петь в Милане, в Ла Скала. The best place in the world in these days. Это лучшая вообще опера в And мире. he gives himself a promise. И он дает себе I обещание. will do everything to sing in the Scala of Я сделаю Milan. все для того, чтобы настал тот день, когда я буду петь в Ла Скала. But he forgets his promise. Но постепенно он забывает свое обещание. He needs to earn money. Ему нужно зарабатывать деньги. Things are not as easy as he has thought they would Жизнь не be. такая уж легкая, как он думал раньше. And he hires at a traveling opera. И он начинает работать в странствующей опере. And he's touring through Sicily, south of Italy. И вот эта труппа, они путешествуют по Сицилии.
And during the opera, in a break, he meets an old friend. И вот они дают оперу, антракт, и в антракте он встречается с